Суть человека не в том, что тебе он открывает, а в том, чего он просто не в силах открыть. Ты же в тон слушайся речи его, в тишине. Джебран Халиль Джебран. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Беата Шелет. Она писательница, автор книги «Счастливая женщина, счастливый мир». Happy woman, happy world. Hello, good evening, Beata. Добрый вечер, Беата. Большое спасибо, что пришли к нам. У нас интересно получается. Я ведь в гостях у вас в Калифорнии, а вы в гостях у нас в студии. Точно. Большое спасибо за приглашение. Я в восторге от того, что я здесь, говорю с вами и делюсь с вами. Я думаю, что сегодня мы услышим от вас много интересного. И начнем, наверное, с вопроса о вашей книге. Расскажите, как вы пришли к такой замечательной идее написать книгу «Счастливая женщина, счастливый мир»? Занимаясь своей карьерой, я вдруг оказалась матерью-одиночкой. И тогда я поняла, что практически никто не делится своими проблемами. Я словно была единственная. Но ведь это немыслимо. Не может быть, чтобы я была одна с подобными проблемами. В мире, наверное, миллионы таких женщин. Просто не все могут поделиться ими. У меня были огромные сложности воспитания ребенка одной. В то же время ведение бизнеса и его продажи. И когда я продала свою компанию, то через некоторое время стала думать о своей дальнейшей деятельности. И поняла, что готова поделиться своим опытом с другими женщинами через прямой разговор и сказать им: «Смотри, вот как это работает. Вот книга, ты можешь следовать ее советам, но можешь и не делать этого. Но знай, в ней содержится весь мой опыт. Это искреннее желание поделиться своим опытом с другими женщинами о том, как стать успешной, как жить в гармонии с собой, как ухаживать за собой, как иметь хорошие взаимоотношения и просто наслаждаться собой». How can we be balanced? How can we take care of ourselves? How can we have good relationships? And how can we have a little bit of fun ourselves? Right. But, Да, это великолепная идея. Но давайте вернемся к вопросу бизнеса. Почему же вы все-таки продали его, если он был успешным? Кстати, это именно тот бизнес, который вы когда-то продали Биллу Гейтсу, так? Да, я продала свой единственный бизнес, но я надеюсь, что будет еще. Да, я думаю, ему очень повезло. Ведь у меня творческий бэкграунд. Я профессиональный фотограф. Я всегда интересовался искусством и творчеством. Разумеется, я была успешна в этом деле. Я занималась фотографией и вела продакшн-студию в Лос-Анджелесе. И затем со мной случились ужасные вещи. Меня обманул мой же сотрудник, который фактически украл у меня бизнес. И когда я стала потихоньку оправляться от всего этого... А это уже в США произошло? Да, это случилось тут. Затем 11 сентября. Когда самолеты влетели в здание, этим и закончился и мой бизнес. После этого я никак не могла восстановить его. Но в тот же момент у меня появляется новая идея – создание компании, которая бы лицензировала фотографии, специализированная на архитектурных дизайнах, интерьерах, в том числе и домах звезд. И, кстати, у нас было много сделок с Россией. У нас даже есть свой представитель в России. Наша деятельность была связана напрямую с фотографиями красивых домов. Как я уже сказала, с домами звезд таких как Мадонна, Фрэнсис Форд Коппола, Саймон Бейкер, Терри Хэтчер, Джулианна Мур. Мы продавали фотографии многим журналам, а у Билла Гейтса есть своя компания под названием Corbis, которая занимается лицензированием фотографий по всему миру. Он является владельцем второй по величине компании по лицензированию в мире. Они интересовались тем, как расширить круг знаменитостей. Так как я знала, как это делать, они попросили меня научить. Естественно, я сказала нет. Если вы хотите узнать, как это делается, купите мою компанию. И тогда они сделали мне предложение, от которого трудно было отказаться. Так я и продала свою фирму.
if you want to learn how to do it, you have to buy my company. And then they said yes. And they made an offer too good to refuse, and that's how I sold my business. Oh, great. So, contrary, it was Да, значит, так получилось, что это было даже лучше для вас. I could buy a house. right. I could buy Я могла купить себе дом, оплатить дочери обучение в колледже. Знаете, я большего и не ожидала. Я смогла взять и воплотить американскую мечту, свою американскую мечту. So you are excellent. Ну, это значит, что вы превосходный переговорщик. Yes. Возможно, вы правы. So now you И сейчас вы находитесь в счастливом мире счастливой женщины. Correct, exactly. how does it feel? Ну и каковы же ваши ощущения после создания и выхода в свет вашей книги? Ведь вы сказали, это первая ваша You know, книга. I think that writing a book is a real exercise in Я бы сказала, что написание книги – это большое усилие над организацией своих мыслей. Ведь представьте, у всех женщин в голове ежесекундно прокручивается столько мыслей. И ты думаешь, я могу сделать так, а потом вот так. Но при написании книги ты должна всегда точно взять и организовать свои мысли и действия, и решить, в каком направлении надо двигаться. И так я основала женский код. Для меня было очень важным дать определение тому, что такое женский код. is the women's code. You know, what is the foundation of it? When you say sorry, Beata, Простите, Беата, что вас перебиваю, но когда вы говорите «женский код», что основали его, что вы имеете в виду? Организация, да? I've developed is called the women's code. And the women's code, the Да, один из брендов моей компании называется «Женский код». Главная идея, как вы уже знаете, Джамбы, это то, что у женщины нет своего кода. У мужчин он есть. Мужчины всегда едины. У женщин этого нет. Да, у нас есть связи и группы, но у нас нет кода. but we don't have sort of this ruling. when you Ну, say вот еще давайте уточним, потому что код непростое слово. Вот что поточнее нам следует представлять? Это код You know, поведения? like how I give you an example. So when a man has an affair, Именно это код поведения. Давайте приведу вам пример. Когда у мужчины роман с другой женщиной, и его друг знает об этом, он никому об этом не скажет. when they understand each other. Да, они как бы понимают друг друга. because they think when they will have an affair or a Потому что они знают, что когда и у другого будет роман, он тоже промолчит. Это и есть их код. Однако, если ваша подруга будет вести роман с кем-либо, вы, конечно же, скажете ей: «Ты что, с ума сошла? Зачем? Ты же портишь свои отношения». Вы сразу начинаете давать ей различные советы. Рассказывайте об этом другим людям, те, в свою очередь, еще кому-то. И это уже не секрет. Поэтому у женщин нет этой взаимной общей защиты. Я поняла, что у мужчин этот код действует везде, и даже на работе. Только посмотрите, как они помогают друг другу, на их взаимоподдержку. Ты поможешь мне, а я тебе. Ты не будешь говорить о том, а я не буду говорить об этом. У меня есть компромат на тебя, который я могу использовать против тебя, но я не буду. Если у тебя есть что-то против меня, то ты тоже не будешь использовать это. И у мужчин эта взаимосвязь происходит постоянно. И я хочу создать такой же код для you женщин. have a thing on me, you're not going to be using it either. So there's just this constant like negotiation. So I wanted to write a code for women. Great. What ambition. Прекрасно. Какая же это амбиция? Великолепная. Goals. Great. For you, that means that for you everything was Выходит, clear. вы видите очень ясно сам образ женщины, какой он должен быть, как она должна взаимодействовать с другими женщинами, какой она должна быть в обществе, чтобы добиться Be успеха. successful. That's what you want. You want to bring То есть вы хотите дать женщине возможность почувствовать себя королевой всего мира, успешной и queen уверенной of в the себе. world, successful and sure Yeah, in herself, right? You're absolutely right. There's several levels to it. So number one, Вы абсолютно правы. Существует несколько ступеней для достижения этой цели. Во-первых, конечно, я не знаю, каким должен быть код для каждой женщины, но я хочу начать этот разговор. Если мы говорим, что код существует по всему миру, то все-таки женщины могут помочь друг другу и принять участие в этом обсуждении. Но помощь не должна заканчиваться на этом, что ты поддержишь меня сегодня, а я в ответ поддержу тебя завтра. supporting me here today. But what if we make this Код для женщин. И если мы создаем его сегодня, то каким он должен быть? С этого я и хотела начать. really wanted to start? The second thing is I found, I mentioned this.
Во-вторых, я хочу, чтобы все женщины стали поддерживать друг друга еще больше. Когда мы молоды, между нами существует еще большая раздробленность. Особенно, когда вопрос заходит о мужчинах. Кто чей парень, кто с кем спит, у кого лучше мужчина. Когда женщина вступает в отношения с женатым мужчиной, зная об этом, другие говорят в лицо, что она делает все правильно, хотя сами же критикуют ее за спиной. И я хочу показать женщинам то, что это вовсе не обязательно. К 50 годам мы все стареем и покрываемся морщинами. У всех у нас появляется целлюлит, у всех ухудшается зрение. Наши тела уже не такие, какие были раньше, но отношения остаются. We all lose our eyesight. Our bodies are not as hot as they used to be, but the relationships remain. And so there's a great statistic. Существует великолепная статистика, которая говорит, что мужчины живут дольше, когда у них есть жена. Women live longer when we have girlfriends. Женщины же, в свою очередь, живут дольше, когда у них есть хорошая подруга. То есть поддержка между женщинами жизненно важна для каждой. В миндалине вырабатывается гормон счастья, окситоцин. И этот гормон вырабатывается при взаимодействии людей. Женщины нуждаются друг в друге. То есть вы хотите научить женщин быть, как бы это сказать, более этичными друг к другу, верно? Just real, honest and upfront, so that we don't have, because what I see, Jambui, is that... Да, просто настоящими, честными и открытыми. И вы знаете, у мужчин существует такое понятие. Мужчины делают так, или проще. Мужчина сказал, мужчина сделал. Значит, и у женщин должно быть такое понятие. Женщины делают так. Но его еще нет. Все как-то связано больше с мужской деятельностью, как будто у нас нет своей. Но сейчас существует тенденция признания женских лидеров. Эта тенденция и в том, например, что вы сами ведете свою передачу. Да, верно. Я заметила, читая книгу, что вы ведете повествование в основном через собственный опыт. Yes. So the story that's woven through here are my stories, and they're real stories. Да, истории, которые переплетены в книге, мои личные истории, настоящие, которые я пронесла через себя, и рассказанные мне. Это мои личные наблюдения в отношениях между женщинами. И спросила себя, чему я могу научить, чем я хочу поделиться, о чем я хочу рассказать. Интересно, и как же вам пришла идея написать именно книгу? Почему не серию семинаров провести или что-то более в смысле прямого общения с публикой? Потому что мы живем в таком мире, где уже в связи с развитием технологий люди стали меньше читать книги. То есть не думали ли вы о более практическом способе? Ну, сама я, конечно, очень люблю читать, и мы даже учим наших студентов о том, что мудрость обретается именно чтением, и что если ты будешь читать, ты будешь владеть миром, а если будешь смотреть телевизор, то мир будет владеть тобой. If you watch the TV, the world will possess you or something like That's that. a very good way to do it. Да, это по-американски. This is part of many different things. So I do events and training. Это только часть моей деятельности. Я провожу встречи и тренинги. В женском коде существует равновесие лидерства. Книга – это только массовое продвижение. Оно для всех. Прошу вас заметить, это всего лишь маленькая книга. Она даже не в твердом переплете. Вот, это все, что есть. You did it on purpose. I did it on purpose. I wanted to be thin. I wanted to look like everybody can actually consume this. Это было так задумано. Я хотела сделать книгу тонкой, чтобы каждый мог прочитать ее. Короткие главы. Книга поместится в женскую сумочку. Вы можете оставить ее в ванной, чтобы муж мог ее прочитать. Это была вся идея этой книги. Она рассчитана на простых людей. Также я провожу тренинги по корпоративности и сотрудничеству, где я учу женщин лидерским навыкам, а мужчин я учу, как помогать женщинам. А также помогаю разрабатывать программы для продвижения лидерских навыков и позиций для всех
деловых женщин. То есть мы профессионально подходим к этому вопросу. On how to help companies to bring more women up to the top. So yeah, so there's woman to woman, and then there's the professional version of it. Great. So did И you... все-таки, Беат, мне хочется вот от вас услышать, как же происходит вот эта кухня, написание волшебных рецептов. Go ahead. So was it because Ведь когда у тебя есть желание выйти на публику и обучать ее особенно таким глубоким и деликатным вещам, человек нуждается в профессиональной подготовке, опыте. Это ведь практически обучение психологическим моментам, навыкам, коучинг такой. Вот готовились ли вы к этому специально? Я не хочу, конечно, сказать, что нужно быть только профессиональным психологом, но, по крайней мере, нужно иметь очень большую мотивацию. В чем ваш секрет, Беата? to do such things? No. Well, I think that there's a variety of different ways on how women can go about this. So number one, there are women that are intellectual and they are thinkers. Да, существуют разные пути, как женщина может прийти к этому. Во-первых, есть думающие и интеллектуальные женщины. Они углубляются в свое дело. PhD, магистратура, какая бы ни была ученая степень, они находят что-то в уже существующем или открывают что-то совершенно новое. Но чтобы создать что-то новое, вы уже должны быть в этой сфере деятельности. Я всегда говорю, что есть два пути. То есть, если вы хотите добраться до такого уровня, вы можете либо получить образование, либо, запутываясь в своей жизни, добраться до него же. I can educate myself until I get to this level, or I can bumble along. Существует много разных путей для достижения одной поставленной цели. Мой путь возможно за счет моей индивидуальности, как человека, который хочет учиться. Personality I am and the type I am, I'm like in the field, I want to That's learn. what I think. Yeah, I think there's something about Да, я уверена, что это за счет вашей яркой And индивидуальности. so I learned this while I was Да, я выучила все это, пока сама работала в этой области. and I was struggling and Yeah, and- enduring and При этом в борьбе и много претерпев. best teacher, I think. exactly, and then Да, именно. Потому что я бизнес-леди. what are if this is my goal, Представьте, моя цель вот здесь, а мне надо попасть вот сюда. И каким качеством я должна обучиться, чтобы добраться до своей цели? Я же не писатель, поэтому я должна работать совместно с издателем. so of course I need an editor, and I'm a trainer, but I have lots of stuff to teach, but I had to learn how to prepare the information so people actually understand what I'm talking about. Но так как английский – это мой второй язык, я должна работать с редактором. Да, я инструктор, но я должна много чему научить. Но перед этим я должна научиться, как готовить информацию, чтобы люди понимали, о чем я говорю. И чтобы ответить на ваш вопрос, это и вправду систематизированная эволюция моего пути. На самом деле было очень сложно прийти к тому, где я сейчас нахожусь, потому что я женщина-иммигрант, которая продала свой бизнес Биллу Гейтсу. Кто-то должен знать, как я это сделала. Вот почему я и написала книгу. Gates. My goodness, right. Somebody needs to know how this is done. Okay. That's the idea. It's like, here it is. Okay. It's right in there. I'm telling you how I did it. And so that, But hopefully that means Самое главное, вы вселяете надежду в людей. to, or I am everyone- in the business of selling hope. Okay. That Это и есть мой бизнес. Я только и делаю, что продаю надежду. and sell hope. So if I would give you a task Ну now, вот, Беата, если бы я сейчас вас попросила, мы немного ограничены во времени, ну, скажем, 5 минут, за 5 минут дать совет женщинам Кыргызстана по сути вашей книги. best kind of advice, what their code should be, how would you explain? Basically, the core of your book. Wonderful. Probably, yeah. Yeah. Well, number one, the women's code's based on 3 pillars. That's awareness, that's support. Во-первых, женский код опирается на 3 фактора. Это осознанность, поддержка и сотрудничество. Осознанность состоит в том, что все время мы ответственны за себя. Вы за себя, я за себя. Каждый в ответственности за себя. Нет никого, кто отвечает за ваши действия, кроме вас самих. Either is or it isn't. You either said it or you didn't. You either meant it or you didn't. So it starts with myself. It's like, okay, Right. who am I really?
Все начинается с себя. Кто я есть на самом деле? Никакой критики, потому что все как есть. Это обстоятельства нашей жизни. Кто-то испытал ужасные истории, но каждый прошел через какую-то трудность в своей жизни. И мы начинаем отсюда, где мы находимся сегодня. Support. So, am I being supported by the people around me? Does my husband know? My partner know how to support me? Are my children supporting me? Вторая часть – это поддержка. Поддерживают ли меня окружающие? Знает ли мой муж или супруг, как поддержать меня? Поддерживают ли меня мои дети, моя семья? Поддерживает ли меня мой бизнес, компания? И мы видим всю эту цепь поддержки. И затем мы все это переворачиваем и задаем вопрос: а поддерживаю ли я остальных? Поддерживаю ли я своего мужа, детей, бизнес, босса, друзей? Это установление внутреннего потока бесконечной поддержки. И если я здесь, и я хочу помочь вам и поддерживаю вас в вашей деятельности, и вы искренне желаете помочь мне с моим посланием, то мы в отличном положении. Это хорошая предпосылка. Третья часть, если мы знаем, кто мы есть, если нас поддерживают другие, и мы поддерживаем остальных, то сотрудничество не составит никакого труда. Это естественное заключение сказанного. Это и есть первая и самая важная часть. Когда вы говорите о сотрудничестве, вы имеете в виду только женщин или не только? Между всеми. Мы нуждаемся в мужчинах. Они неотъемлемая часть женского кода, потому что мужчины все равно те, кто принимают решения. Мужчины все еще на властвующих позициях. Мужчины правят миром. What's not to love? But what I don't love about men is when men don't understand that women have changed and that we need different things now and that they need to support us differently. So we have to teach them how to do it because they're men. They don't know. So they have to be taught. Let's teach them how to do it. You know? So, конечно, мы можем собраться вместе и сказать: долой мужчин. Но так не делается. Я люблю мужчин. Но что мне не нравится в них, это их непонимание о том, что женщины изменились. И мы нуждаемся в других вещах, и они должны поддерживать нас по-другому. Мы должны научить их, потому что они мужчины, они не знают этого. До них надо донести. Вторая часть, она и самая важная. Это большие изменения в игре. В моем понятии это называется эгоритм. Эгоритм – это как багет, французская булка. Если посмотреть на свою жизнь как на багет, вы ведь были в Париже, вы проходили мимо пекарен и чувствовали запах свежеиспеченного багета, прямо из печи. И вот у вас на руках красивый свежий багет. Вы так голодны, что вы готовы съесть его целиком. Вполне осуществимо, но не практично. И что же вы сделаете? Вы отрываете кусочек и съедаете его сейчас. Может быть, оставляете кусочек на после обеда, а может, вы едите кусочек с сыром или макнете его в оливковое масло. То есть вы можете съесть багет целиком, но вы не подумаете о том, чтобы съесть его разом. Что, если наша жизнь как буханка хлеба? Что, если мы могли бы употребить все сразу, а что, если бы у нас был свой нож для нарезки хлеба? И вот мы его нарезали. Ломтик на то, когда у нас будут дети, ломтик во время страстной любви, ломтик, когда наша карьера почти заканчивается, ломтик, когда уже семья, ломтик на период горя и трагедии. Вот что я называю эгоритм. Обычно эгоритм длится по 3 года. Он учит женщину о том, что если я занимаюсь карьерой, то это мой карьерный эгоритм. Пожалуйста, и не пытайся завести ребенка в этот период, потому как это положит начало твоему материнскому эгоритму. А если ты уже мама? Недавно встретила красивую девушку, у нее 3-месячный ребенок. Она меня спрашивает: а как же моя карьера? «Что переполняет твое сердце от удовольствия на данный момент?» – спросила я ее. Она отвечает: «Мой сын». А я ей сказала, что стоит наслаждаться этим сейчас, потому что если это пройдет, то все. Дальше будет другой алгоритм и так далее. И когда мы смотрим назад в нашу жизнь, то она полна любовных историй, которые закончились. У нас были маленькие дети, которые выросли, у нас была успешная карьера, и нас уволили. И все это так, это и есть концепт женского кода. Всему свое время. Да, верно. Свое время есть для каждого жизненного этапа. Yes. You know, it's interesting because men read the book. Да, вы знаете, очень интересно. Мужчины читают книгу, потому что женщины оставили ее в ванной. И мне сказали, что это также относится и к мужчинам. Конечно,
Но я не в помощь мужчинам. Я помогаю им, чтобы сделать женщин счастливее, но все-таки я в основном помогаю женщинам. primarily in service of the women. Right, great. Верно. И ведь книга ваша уже получила награды. Actually, we have 4 prizes. На самом деле, она получила уже награды. It was surprise. Вы были удивлены? Для вас это был сюрприз или вы ожидали в какой-то мере? So we just won the New York Big Book. Я надеялась, скрестив пальцы. Да, мы только победили в Нью-Йоркской книжной премии в категории бизнес-книг. Верите ли вы или нет, мы самая продаваемая книга на Амазоне. Также мы получили 2 другие награды. Заняли 2-е место в Калифорнийской книжной премии и также титул «Самая любимая книга» по версии читателей. Great. Congratulations. Великолепно. Мои поздравления, Беата. Но я полагаю, вы участвовали на других программах. Right? To talk about or Yes. it kind of Да, ты должен рекламировать и продвигать свою книгу, потому что если ты написал книгу, это еще не значит, что люди о ней узнают. Поэтому я принимала участие во многих интервью, радиоинтервью, рекламируя книгу. So Beata, what do you think you Беата, вы знакомы с США уже давно, ведь вы родились и выросли в Германии и перебрались в Штаты, как мне кажется, в возрасте 18 лет, не так ли? let me guess in age of 18 something like that? Yes. Да, около того. Because I Для получения образования, так? right? No, I actually already, I was working, I was a photo editor. Вообще-то я уже работала как фоторедактор в немецком журнале в Германии I came here because I was seeking adventure. Right. And и хотела провести год за границей. И этот год, в общем, и не закончился по сей день. yeah. And you set up И вы поселились тут, в Калифорнии. Yes, I started in Florida, in Key West, for a couple months. Я начала с Флориды, прожила там пару месяцев, а затем переехала в Лос-Анджелес. Я осталась здесь. so what I mean Да, что я имею в виду? Ведь прошло уже достаточно времени, чтобы вы уже говорили об американском обществе как эксперт. И особенно тот факт, что вы перебрались из другой страны, как бы дает вам дополнительный ракурс для обозрения общества, в особенности в плане проблем, которые встречают женщины. Ведь многое произошло с тех пор, изменилось, но до сих пор существует очень много вызовов, трудностей, с которыми сталкиваются женщины. Каковы они на сегодняшний день в американском обществе? What are the main issues, I would say, that standing before women here in the American society? Great questions. So, yes, there's been phenomenal advancements made. I remember when I was pregnant with my daughter, I had to Хороший вопрос. Да, произошли феноменальные продвижения в этом плане. Я помню, когда я была еще беременна, я должна была подать на материнское обеспечение, и беременных женщин принимали в категории инвалидности. Я даже должна была подать на инвалидность, хотя не было ничего даже близкого у ребенка. Все это меня ужасно возмутило. There's nothing about having a baby that's disabled. There's nothing any more able than that. It made me furious. So that's no longer the case. So that's really been changed. I think the Сейчас такого уже нет, это изменилось. Осознание того, что у женщин есть дети, и это не инвалидность, изменилось в стране. Хотя некоторые до сих пор удивляются, что у женщины есть дети, и что мы не как мужчины. Поэтому, я считаю, произошло огромное продвижение в этом плане. И мы видим активизацию женщин во всех областях. Это и политика, кинофильмы, и музыка. Женщины вправду восходят. Но вызовы, с которыми мы сталкиваемся, это то, что мужчины все еще являются главным в принятии решений. И мужчины следуют своему коду, о чем мы только что и говорили. still the decision makers. And because men are still the decision makers and men follow the men's code, which we just talked about, Right. even if there were 100 women and 1 man, they would take the men because that is what the men's code determines. So while we, and the numbers here are, we started 50-50 at entry-level positions. At manager level, Если бы было 100 женщин и 1 мужчина, выбрали бы мужчину, потому что на это указывает мужской код. Мы начинаем с деления 50 на 50 между мужчинами и женщинами на начальных позициях. На уровне менеджеров мы замечаем, как мужчины начинают вырываться вперед. Теперь 57% менеджеров мужчины. На уровне директоров уже 60-65% мужчины. 98% men. So I always say, as women,
advance in careers, we become dumber and dumber and dumber. Except the men. Когда мы доходим до уровня вице-президента, 70% мужчины. И когда мы доходим до уровня президента компании, тут уже только 2% женщины и 98% мужчины. И я постоянно говорю, что женщины с движением по карьерной лестнице становятся все тупее, тупее, тупее. А вот мужчины все умнее, умнее, умнее. Возвращаясь к женскому коду, осознание должно быть повышено. Мы должны принимать осознанные действия, если мы говорим, что мы профессионалы. Но самое важное, что я хочу поменять в женском коде, это понятие, что равенство не значит все одинаковое. Я приведу пример, чтобы вы поняли, что я имею в виду. Если вы посмотрите на сильного мужчину, 1,80 м ростом, и который весит 80 килограмм, он несет на себя груз в 50 килограммов. Теперь посмотрим на женщину в 1,5 ростом, которая весит 50 килограмм. И как она несет на себе груз в 50 килограмм? Они равны? Они одинаковы? Это мы и должны держать у себя в голове. Когда мужчина, весящий 80 килограммов, несет груз в 50 килограммов, и женщина, весящая 50 килограммов, она несет груз в свой вес. Да, технически это одинаковый вес, но они не равны. Поэтому мы должны отойти от идеи, что мужчины и женщины одинаковы и должны иметь одинаковое обращение. Нам не нужно одинаковое обращение, нам нужно равное обращение. So we have to step away from trying to say men and women are the same and they need the same treatment. We don't need the same treatment, we need equal treatment.